Раненый боец. Друзья, всем привет, меня зовут Алексей, канал Календарь Рыболова. Сегодня очередной, так сказать, подготовительный поход перед большим многодневным походом, в котором я хочу из своей старенькой покосившейся землянки сделать новое строение под названием Глиночурка. Для этого вот уже несколько раз потихоньку забрасывал провизию, какие-то инструменты, тестировал солнечные панели, аккумуляторы, чтобы можно было остаться здесь уже на более продолжительное время и уже более обстоятельно заняться строительством. В прошлых походах я немного заготовил деревянных чурок, из которых будут стены строения. Сегодня взял с собой еще часть провизии, консервы, тушенки. И взял с собой лопату, которой я хочу обкопать по периметру землянку, чтобы была возможность выровнять ее каркас. Пишут многие в комментариях, мол, оставь ты эту землянку как есть, сможешь в ней там переночевать или там как склад использовать. Фотоловушка на месте, заберу ее на обратном пути. Думаю, будут интересные кадры. Да, по поводу того, что нужно бросить эту землянку и строить где-то рядом новую. Вот какие у меня мысли. Во-первых, это сильно трудозатратно. Ну, не хватит у меня уже сил на постройку нового сооружения. Во-вторых, просто-напросто хочется, чтобы осталось это строение в нормальном виде. Хочется довести его до ума. Я думаю, что глиночурка будет и красиво выглядеть. И если все уже с учетом опыта сделать правильно, то и простоит долго. В общем, хочется уже, чтобы эта избушка стояла, а вернее не эта, уже обновленная, радовала в глаз. И можно было приезжать уже исключительно отдохнуть, порыбачить, пособирать грибы или просто наслаждаться природой, а не постоянно приходить и что-то копать, пилить и так далее. Кстати, вот я уже и дотопал до землянки. Слышно, что очень много птиц на берегу. Сейчас молча попытаюсь подойти, может еще не все разлетелись, чтобы хоть что-то заснять. Хотя Карлос, скорее всего, не даст мне это сделать. Все разлетелись, разбежались еще на моем подходе. Вот орел летит. Карлос, неужели ты искупаться собрался? Давай, поплавай, поплавай. Карлос уже начал раскапывать землянку. На сегодня планы очень простые. Собрать поленья здесь возле землянки и сверху, поскладывать их. И если найду чем, накрыть от дождя. Потом пойду ловить рыбу. Нужно наловить котам красноперки. Если удастся наловить не только котам, то сварю сегодня уху. В этом году еще не варил ни разу уху. Поэтому если рыбка будет ловиться, то будет уха. Ну и потом, если будет желание и настроение, то соберу лопату. Проверю, как там старый черенок еще нормальный или нет. И попробую немного покопать. Буду начинать обкапывать периметр землянки, чтобы потом можно было выровнять каркас.
комментариях мне порекомендовали сделать козлика, чтобы на нем резать бревна. Будет намного удобнее и производительнее. Сейчас попробую что-нибудь соорудить из того, что есть под руками. Для козлика мне понадобится 2 небольших бревнышка и 2 веревочных петли. Ну вот, теперь мы вдвое больше поленцев заготовим. Поймал кого-нибудь? Догнал? И съел? Съел, я вижу, жирный съел. На рыбалку идем. Сейчас посмотрю, что там у нас с рыбкой. Вот, уток уже вижу. Сегодня буду пробовать ловить на такую снасть. Называется попла-поппер. Кто не знает, поппер — это такая спиннинговая поверхностная приманка, которую, когда тянешь, издает такие булькающие звуки, и щука, и окунь неплохо на нее реагируют. Вот так он выглядит. Только в обычном исполнении он с тройниками, а здесь вместо заднего тройника привязывается поводок с обычным крючком, на который можно одеть опарыша или еще другую какую-то наживку. И неплохо должна ловиться красноперка, может быть голавлик. В общем, сейчас немного попробую. Замечательная снасть, не знаю, почему я раньше на нее не ловил. Во-первых, удобно, если ловишь на спиннинг хищника, то всегда можно прицепить этот попла-поппер и ловить белую рыбу. Причем я так подозреваю, что практически любую можно рыбу поймать. Ну и ловилась только мелкая рыбка, но я думаю, это исключительно из-за того, что крупной просто в данное время здесь сейчас не было. Вот. В общем, на уху, можно сказать, не наловил. Можно было, но там такая рыбка с палец. Неохота ее готовить. Даже коты у меня от такой бы нос воротили. В общем, сейчас покопаю немного. Проверю, все ли в порядке с лопатой. Вот. А дальше еще попробую порыбачить. Немного похожу по разным местам, поищу
более крупную рыбу. Сегодня брал камеру в аквабоксе, хотел ее использовать как подводную, поснимать рыбку. Но вода такая мутная, что даже не буду пробовать. Начну копать с этого угла, потому что тот угол, который по диагонали, он больше всего проваленный, продавленный. Получается, что отсюда больше всего идет давление, нагрузка. Поэтому освобожу сначала вот эту часть. Но в принципе нужно полностью обкопать. И я хочу, чтобы чурки вот эти в стене уже не засыпались грунтом, они будут просто открыты. Я думаю, такой толщины будет более чем достаточно для хорошей теплоемкости помещения. Вот это деликатес для сомика. Такой выползок. Я вот не могу понять, это мне так кажется, воспоминания из детства, когда мы с отцом, он показывал, как их ловить с фонариком. Ночью выходишь, они вылазят из норок, их нужно аккуратно схватить, вытянуть. И мне казалось, что были они, ну, огромные, вот прямо вот такие вот примерно размером, толщиной с большой мой палец вот сейчас. Или мне тогда казалось, что они такие огромные, потому что я был маленький. Или они действительно раньше были такие крупные, иногда попадались. Я вот сейчас подумал, наверное, стоит в первую очередь освободить крышу от земли. Потому что, когда я раскопаю по периметру стены, то под давлением грунта может каркас не выдержать и куда-то уехать. Поэтому сначала сверху, а потом уже периметр. Видно, что здесь после дождя почва влажная, а возле бревен, возле землянки сухая. И это не может не радовать. Ну что, копается в принципе легко, потому как недавно я это перекапывал в том году, ну, какую-то часть. Но может попадаться, конечно, и глиняные места, где надо будет и ломом, или киркой. Но пока все нормально. Будем решать по мере поступления. Главное, как говорится, со старту не рвать, чтобы спина сдюжила. Сегодня, когда я искал черенок для лопаты, заглянул под кровать и увидел, что у меня там до сих пор лежат вот эти трубы от буржуйки. А так как я здесь уже однозначно решил, что печь будет из кирпича и трубы здесь другого диаметра, поэтому заберу я их сегодня домой. Связал трубы, можно тащить домой. Здесь они навряд ли пригодятся. С рыбалкой, наверное, сегодня тоже не получится, потому что с ними ну совсем неудобно будет там пролазить по зарослям камышей. А к тому же нужно еще снять фотоловушку, и это не совсем по пути. Поэтому рыбалку я постараюсь организовать вот буквально на днях внеплановым, внеочередным видео. Сделаю рыбалку необычную, есть там у меня интересная мыслишка. В общем, думаю, скоро будет ролик. Ну и сейчас будем с Карлосом собираться. Карлос, ты где? Карлос, идем домой. Иди аккуратно. Скорлупа яйца. Такой цвет необычный. Наверное, как из песни той. Голубые яйца дрозда. Сейчас проверим с Карлосом, сколько снимков на фотоловушке.
Есть ли смысл забирать или пусть еще постоит. Видео не так много, как в прошлый раз, но в принципе достаточно. Заберу с собой и покажу вам в конце видео. Друзья, дальше мне ползти в горку, руки заняты, снимать неудобно, поэтому буду прощаться с вами. Всем здоровья, мира, добра. До встречи в следующих видео. Пока-пока.